Привет, друзья! Сегодня у меня будет такой вот обзор лапок для швейных машин. Здесь 32 лапки. Купила я в интернете, то есть можно найти цену, которая вас устраивает. Ну и подробно сейчас покажу, немножко расскажу, что в этом наборе. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать. Поэтому канал так и назвали «Покажем все». Подпишитесь. Вот такой набор. Нарисованы лапки, которые сюда входят. Давайте откроем и посмотрим. Вот так это все выглядит. И есть описание, вот какая лапка, к чему, то есть можно легко разобраться, в принципе все понятно. Некоторые я знаю, для чего и что с ними делать, некоторые я не знала, поискала в интернете, как и что пользоваться, уже попробовала. Я также вам обязательно покажу, чтобы вы не были уже в поисках. Итак, ну вот, к примеру, лапка первая для тесьмы, пайеток, ленты. Вот лапка номер 1. Вот так она выглядит. Здесь есть винтик, который откручивается, и при помощи вот этой пластины регулируется вот этот вот треугольничек, да, в который и закладывается, к примеру, лента. Можно резинку пришивать, тесьму там, ну, то есть много чего. Нитку можно, например, такую толстую, как декоративную, сделать отстрочку. Ну, вот такая лапка. Сейчас я покажу, как я использовала, я себе сделала такие некоторые вот примеры, что можно. Так, вот номер 1 я подписала. Вот можно пришить резинку, то есть, как я уже сказала, вставляется резиночка, да, и пришивается. Ну, то есть более подробно, я думаю, что если вам интересно, напишите комментарии, я, возможно, сделаю по каждой лапке видеоурок. Вот так резинку можно пришить. Кстати, очень удобно, легко. Дальше вот номер 1 тоже эта же лапка. Здесь я вставила обычный шнур. Вот. И получается вот так красиво. Шнур можно встрочить. Удобно. То есть не надо все время смотреть, чтобы он не ушел из-под лапки. Сейчас еще где-то был пример этой же лапки, да, первой. Вот я себе так несколько сделала. Вот обычная лента. Можно прямой строчкой, то есть по серединке ставим ленту и тоже регулируем, чтобы она не съезжала, была ровненько. И можно пришить вот зигзагом. Ну или же ленту, например, с пайетками тоже удобно было бы. У меня нету ленты с пайетками, что-то я не нашла. Возможно, к видеоуроку я найду и сделаю, покажу. Дальше, что у нас там еще есть? Лапка номер 2 где-то была, тоже я пробовала. Вот такая лапка для бахромы, букле, объемных украшений. Ну, то есть вот она вот такая. Вот здесь, видите, посерединке есть такая пластина, за счет которой и ниточки получаются вот как бы объемные. Не знаю, видно хорошо или нет. Вот так эта лапка делает. Ну, то есть можно гуще выбирать себе шов, можно мельче. Дальше есть лапка номер 3. Вот такая лапка. Она идет вот с такими, видите, отверстиями. То есть мелкие такие отверстия буквально под ниточку, они тонкие. 4-я лапка, она такая же. Только здесь больше отверстий. Тут идет до 5 шнуров, то есть вот 5 дырочек, да, то есть до 5 нитей можно использовать. В этой лапке уже идет до 7. Принцип одинаков. Подробно тоже уже как это все работает, я потом покажу. Итак, вот 4-я, а вот 3-я лапка. Вот 3-я лапка. Здесь я использовала 3 нити, поставила. Видите, как красиво. То есть как для декоративной такой вот отстрочки где-то можно
украсить. Здесь я взяла 7 нитей. Вот в 4-м варианте я взяла 7 нитей. Вот можно такую цветную сделать. Ну, соответственно, выбирать шаг вот зигзагом. Высоту, вернее, а не шаг. Так, кстати, подобная этой лапке, здесь есть еще вот лапка номер 11. 11, она где-то здесь. Вот можно точно так же шнурочки или ниточки. Ну, единственное, что в этих лапках только потоньше вот, ну, нити. Я брала вот, к примеру, нити для вязания, для примера. Вот у меня здесь вот такие для вязания крючком нити. То в этой лапке тоже можно как нити, но можно еще и немножко толще, такие как бы тонкие шнурочки можно вставить. А принцип такой же. Вот получается, ну, я взяла те же нитки, вставила, и вот так получается при помощи вот такой лапки. Ну, кстати, удобно. Может быть, прям все как бы и не надо, достаточно было бы такую иметь, хотя вот если 7 нитей, да, то тут, ну, больше, а здесь, по-моему, только 3. Здесь в этой только 3 можно. Здесь 5 и 7. Ну, то есть вот такого плана есть. А дальше что я еще пробовала? Номер 5. Вот. Ну, это я сразу не знаю, тут хорошо видно или нет будет. Если вот 5-я лапка, видите? Вот так тоненько по краю можно прошить. Эта лапка по шитью по краю и в стык. Вот она. Вот эта лапка. Получается за счет вот этой пластины она идет по краю, и можно пришить ровненько, сделать где-то отстрочку. Ну, то ли по краю, то ли это идет где-то отделочная отстрочка, тоже может быть. Ну, чтобы она ровно шла. Вот как раз вот эта вот пластина, она и позволяет это делать. Ну, кстати, очень удобно, так как иногда действительно надо вот прям по краю, и не всегда это так красиво получается, если просто... Может быть, профессионалы скажут, да, и так можно. Ну да, можно, но можно все проще. Дальше, что я еще тут пробовала? Лапка номер 14, это лапка. Это оверлочная лапка, то есть если у вас нет оверлока, то можно вот таким вот способом. Это я себе написала, какие я использовала строчки. Вот зигзаг, строчка, вот такую строчку. Ну, то есть для себя я написала, чтобы как образец видеть, как и что смотрится. В принципе, оверлок есть, но интересно. Так, это лапка 14, она вот. Вот эта лапка, за счет чего получается удобно. Если просто обычной лапкой строчить край, да, зигзагом тем же, то может стягивать край ткани. Здесь вот видно, что край не стянут. Вот. За счет вот этой прижимной, вот такая прижимная вот здесь лапка имеется, вот она. За счет этого. Ну и плюс здесь вот есть тоже вот край, можно вот смотреть, где строчить. Ну, это все я покажу уже потом подробнее, не буду сейчас на этом особо останавливаться. Что еще дальше? 15. Лапка номер 15, лапка для отделочной строчки с линейкой. Это вот такая лапка. Чем удобно, что когда шьем, да, следующую строчку, чтобы сделать параллельно, ну, первой, к примеру, да, строчки. И, соответственно, вот здесь есть такие черточки. Ну, вот я разное расстояние попробовала, и то так спеша. Вот. То есть, вот тоже удобно для каких-то отстрочек. Дальше лапка 27. Тоже она удобна, но к ней нужно тоже приспособиться. Так, 27-я лапка. Вот она. Вот такая 27-я.
27 и 28, они идут одинаковые, только разные, получается, здесь 3 миллиметра, здесь 6 миллиметров, получается, для подрубки. Ну, честно скажу, попробовала 6 миллиметров, казалось бы, здесь больше и должно быть удобнее, но у меня как-то неудобно. Не знаю, может быть, что-то с лапкой, как-то неудобно. А вот с этой получилось. Вот как раз ее я и пробовала. Сюда надо вставить ткань, получается, тоже я постараюсь сделать мастер-класс. И вот так вот подгибка края. То есть, если надо тоненько, да, вот подогнуть, и так тяжело, надо приутюживать, там, приметывать, прикалывать, то тут в лапку вставляется, раз и пошел. Ну, удобно, надо приспособиться. И еще я попробовала лапку номер 30. Вот эта лапка. Это лапка для окантовки косой бейкой с регулировкой. То есть косая бейка может быть разного размера. Кстати, косую бейку, у меня есть видео, я покупала приспособление специальное для изготовления косой бейки. Видео есть, ссылочку я оставлю в описании под видео. Кстати, классная штука. И бейки теперь я могу делать сама, потому что в магазине, ну, не всегда подберешь то, что хочешь, да. Вот. И вот бейка как раз, которую я сама делала. Взяла как для примера. Ну, тоже надо, да, приметывать там бейку, чтобы хорошо вот пристрочить по краю, чтобы красиво тоже отстрочку эту сделать. Мне понравилось, я попробовала вот для примера. Тем более первый раз вообще вот такой лапкой я пользуюсь, до этого не пользовалась. Сюда вставляется косая бейка, тут вот есть такие, если видно, вот как буква П, да, но еще вот такие загнутые. Вот туда косая бейка, а сюда внутрь между нею вставляется ткань. Ну и, соответственно, вот этим колесиком подкручиваем ширину косой бейки. И получается, строчка идет как раз вот, ну, возле края красиво. Вот и подгибка, все. Ну, идеально, сказала бы, мне понравилось. Также я еще попробовала, никогда я не пришивала пуговицы на машинке, всегда это делала вручную, но, кстати, очень даже мне понравилось. Вот лапка номер 8, открытая лапка, прозрачная, вот это, по-моему, она, да, лапка, вот номер 8, то есть сюда ставлю пуговицу. Здесь главное вот в начале не спешить иголкой выбрать зигзаг, да, выбирала я 3,5-4, по-моему, миллиметра, да, чтобы вот иголкой сразу попробовать, что попадает вот правильно в дырочки, ну, чтобы иглу не поломать. Ну, вот в начале все, а потом раз, два, и пуговица пришита. Вытянуть единственное остается вот эти нитки, чего я не сделала на образце, наизнанку завязать. И вот пуговицы, если их много пришивать, то, кстати, очень круто, очень классно. Так, ну это по образцам, что я попробовала. Много лапок я не попробовала. Знаю, что вот такой лапкой я уже пользовалась. Я покупала еще раньше отдельно, когда я шила. Кстати, я показывала юбку из кожзама. То есть для кожзама вот удобно как раз вот такой вот лапкой с роликом, ну, для того, чтобы хорошо скользила по ткани. Еще вот такая лапка тоже используется также для кожи. Это то, что я уже не стала пробовать, ну, потому что я этими лапками уже пользовалась. И, кстати, по своей вот из кожзама, да, юбке я строчила, ну, понравилось мне больше этой лапкой тефлоновой. Там уже, наверное, может быть от самой ткани или какая там кожа, кожзам. То есть уже смотреть дальше. Есть лапка вот эта для пришивания потайной молнии. Вот, ну, тоже я уже этой лапкой неоднократно пользовалась. Это тоже очень удобно. Ну,
Возможно, если кому-то надо, пишите, обязательно пишите комментарии, вот какие бы видео вы в первую очередь хотели по лапкам посмотреть, я покажу. Дальше тут есть лапки там для тонких тканей, там еще что-то. Вот, для пэтчворка есть лапки. Ну, это я не попробовала пока, то есть буду пробовать и тоже буду показывать. Ага, вот есть еще вот такая лапка для пришивания шнуров и молний, ну, обычной молнии, да, это обычная вот такая лапка получается тонкая. У меня, в принципе, немножко другая есть для пришивания молнии, ну, тоже как вариант, если вдруг нету. Вот эта лапка идет, тоже я пока не попробовала, попробовать для трикотажа, стрейчевых и тонких тканей. Такая вот здесь как-то слегка, наверное, прорезиненная вот пластина, как резиночка чувствуется. Ну, наверное, чтобы удерживала ткань. Не знаю, попробую тоже. Есть такая лапка. Вот эта лапка идет для штопки, квиллинга и вышивания монограмм. Тоже я пока это не использовала. Может быть, кто-то уже пользовался, знает. Пишите комментарии, какие вам нравятся больше лапки, потому что есть лапки, которые можно заменить другими. Ага, вот эта вот лапка, я ее не попробовала, но знаю. Это лапка получается для сборок. Она сразу, ну, можно просто сделать строчку и присборить, да, ткань, а можно сразу вот присбарывать ткань и плюс вставляем основную ткань и сразу пришивать вот к основной ткани сборку. Ну, тоже, кстати, это очень удобно. Это открытая лапка для аппликации. Вот такая. Дальше. Лапка для квиллинга прозрачная. Вот тоже кому надо. Тоже, в принципе, помощница. Вот еще есть такая лапка для потайной строчки. Вот уже была одна, где-то вот тут, по-моему, для потайной строчки. Они немножко отличаются. Здесь вот видно, они подобные друг другу, да. Ну, здесь вот просто металлический как бы ограничитель, а здесь вот с лапкой такой. То есть по-разному немножко. Эту я еще не попробовала. Ну, то есть нет у меня образца, чтобы показать. Дальше вот эта лапка тоже. Это лапка для защипов. Кстати, тоже классная лапка. Образец я пока не успела сделать. Вот, но тоже удобно. Вот для защипов, если надо где-то сделать. Тоже красиво получается. Дальше вот лапка скользящая, прозрачная. Называется для сатина. Здесь вот лапка называется зигзаг для отделки и сложных декоративных работ. Эту лапку я тоже пока не попробовала. Интересно, обязательно попробую. Вот есть такая. Ну, в общем, вроде бы как все лапки мы с вами просмотрели, да, вот, по-моему, вот эту вот еще мы не просмотрели. Для бисера, да, вот эту вот для бисера и крупных шнуров, кстати, я вроде бы как и делала ее. Вот, думаю, делала. Вот видите, можно шнур. Я взяла такую толстую резинку круглую. И вот так вот красиво она встрачивает. Вот эта лапка. Ну, удобные. Я понимаю, что можно и раньше обходились без такого количества лапок. Ну, много без чего обходились. Но когда есть какие-то помощники, это тоже очень круто, очень классно. В общем, набором я довольна. Этих наборов видела в интернете на разных сайтах. Их много, тоже цена разная наборов. Примерно средняя цена там 450 гривен. Ну, если брать, я покупала для своей машинки отдельно вот такую лапку я покупала. Вот такую покупала, то что-то каждая там получалось по 100 там что-то чем-то гривен, то, знаете, считаю, что металл вроде бы нормальный, не знаю, вроде бы нормально смотрится, достойно так, вот, и все удобно сложено. Ну,
вот такой набор. Возможно, кто-то тоже видит в интернете, рассматривает как вариант. Я показала хотя бы примерно, что можно сделать, хоть и не все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии по поводу лапок, ваши советы. Делимся друг с другом. Я вам показываю, а вы мне, пожалуйста, тоже пишите. Есть я и в Инстаграме, и есть группы в Facebook, Одноклассники, пожалуйста. Можно и там общаться, если что-то интересное. Всем спасибо. Пока-пока.